Всем привет! В этот раз мы отправились в Дальнегорск. Сейчас мы находимся возле водохранилища. Сзади меня чаша сброса воды. Побываем в Дальнегорске здесь на заброшенном руднике. Побываем на самой высокой точке Дальнегорской. Заедем на Рудную пристань, посмотрим маяк. Заедем в Кавалерово, там тоже посетим какой-нибудь заброшенный рудник. Приятного просмотра. Поехали! Горбушинское водохранилище – это была промежуточная точка нашей поездки по Дальнегорску. Само водохранилище заполнили еще в 1960 году, затопив при этом часть села Коллективка, ныне несуществующего, а также была затоплена карстовая пещера. Ну все, заходим в штольню рудника. Тут холодно. Первоочередной целью же было посещение рудника Приморского, он же Сталинский, который находится рядом с селом Краснореченск. Но вход в штольню оказался частично завален. Мы немного раскопали лаз, буквально проползли на пузе, но впоследствии из-за соображений безопасности решили не рисковать и отказались от посещения. Ну а если вам интересны рудники и подземный сталк, то советую вам канал, где ребята исследуют и посещают такие места, в которые вы бы вряд ли осмелились спуститься. Подписывайтесь, ссылки в описании. Парит так нормально, да? Далее, так как время на дорогу уже было потеряно, мы решили заехать на запасной вариант – рудник Ахобе, который ранее уже посещали ребята. Но для меня это был первый рудник, и хотя, как говорят, есть более впечатляющие рудники, у меня он оставил незабываемые ощущения. Зайдя в портал и пройдя мимо отгрузочных бункеров, мы выдвинулись вглубь и дошли до затопленных и заваленных участков, уперевшись либо в штольню, либо в рудосброс на дне с водой. А мы обойдем же, вон там же проход пойдет, мы выйдем вон там. То есть, помнишь, еще воды. Что, мел не нужен никому? Вот, этого не было. Я вот туда вот ходил немного. Там, кстати, тупики везде. Там есть Я тут везде ходил, вплоть до озер. озера сейчас вот тут будут, кстати, вот тут озеро будет, дальше озеро. И вниз, и там. И мы там немножко прошлись, и все, дальше не ходили. Мы тут ходили, туда, в основном ходили. Там мы дальше не ходили. Ну и на скалке лишь там вышли. 8 лет назад здесь был. Ну что, пойдем сходим. Туда? Сюда сходим. Это что, тоже рудоспуски? Да. О, а там что? Вот я не помню, куда идти. Да, ну Прямо, здесь прямо. везде ходил. Вот прямо шли. Вот там тупик, я точно знаю, я заходил. Он по улице видно. Вот озеро, да? Тихо. Ну, с другой стороны есть спуск. Слушай, а что там было вообще? Ну, это Затоплено. внешний горизонт. Если там какая-то огромная дыра была? Да. Выше лестница. И эти штативы ставили. Отфотов и отсняв эту часть рудника, мы выдвинулись в другую, менее исследуемую.
Направо? Да, вот туда. Там сейчас лестница пойдет вниз. Давайте подождем, Серега. Лента, которая ползла, наверх поднималась. И вон вот сюда. Ну нет смысла спускаться. Поплавать почему? Джакузи принять. Прикольно. Лестницы все уже позгнивали, да? Кстати, воды стало больше, нам ниже было. Ну вообще там ее не видно, не было почти. Ну, давануло. Фонариков не было толком. Грунтовыми давануло. О, а тут это, Кстати, когда светит, бетонное. не понял, кто светил. Широкая, и вот так же по диагонали. И ты выходишь, огромные залы, но как бы их услышишь. Просто все. Серега, вы дальше ладили? Аккуратно. Сосули чисто. Не, ну правильно, можно пройти. Эти бревна скользкие, наверное, капец, да? Не, можно пройти вот тут так, по краю. А что там? А что там? Ну, проход пошел дальше. Я не знаю, я то не лазил. Я доходил до сюда места и все, мы 2 часа. А туда вот направо что было? Вот дальше там тоже... Вот видно просвет. По мне, так этот рудник напоминает муравейник. Пройдя немного вглубь, нам повстречался под ногами лед и довольно-таки холодный воздух. Тихо. Можно скатиться не туда. Весело, да, скатиться? Ледяные горки, ну да, ходили туда. Ну, видите, тоже. Да выйти оттуда можно, в принципе. Да, ну сколько было. Да. А там что, вода или что там? Ну, тупик. Там, по-моему, засыпь какая-то. Я помню, что я не помню, почему мы пошли обратно. То я внизу. Пройдя несколько развилок, мы выходили на огромные залы выработки с давно сгнившей деревянной крепью и затхлым воздухом. Сюда я тоже ходил. Это я помню. Сюда? Да, это я помню. Что там? А вот лестница была. Которого ничего не осталось. Не, залезть-то, в принципе, можно. Но не стоит того. Ну, геморно. Слази потом. Да. Порвать языка. Там какое-то разрушение прямо. Слушай, а это не то, что мы видели? Клети вон те. Не может быть? Не-не-не. Да, Не-не-не, я вот там вот видишь? навалено, видишь, справа вон бревна, там не было такого. Нет. Вон спуск. Спуск пошел. И что там еще дальше? Что-то было. Где-то возле этих бревен, я помню, что недалеко спуск к озеру. Прям лестница идет такая. На обратном пути сейчас. Ну, лестница была там. Она, наверное, уже сгнила. Дальше? Нихуя, да? Там тупик. Николай Рус. Ну и то. Помню эту надпись. Я ее потом. Вершак с... Сильнее запасного выхода. Значит, мы идем к столбцовому выходу, оттуда дует так сильно. Я помню. Вершлаг. Я это помню. Что там?
Ну непонятно, или хуй, или распуск был. Одно из двух. Видишь, еще откачка воды шла. Так, туннель ушел хоть сюда, в правую сторону. Вообще, невентилируемые части рудника могут нести огромную опасность в виде большого скопления углекислого газа из-за гниения крепей, а на некоторых участках может встречаться большая концентрация метана, поэтому надо быть предельно бдительным. А, вон туда, смотри, полозья лежат, туда он что-то прорывается. Возили, да? Там какой-то запустил. Я помню, зал. Мы здесь были. Наезд были, так и было. Нет, так сразу лежит. Ходим бесконечно. Все позгнило уже, все Так, тоже попровалено. это, осторожно. Не, ну да, вот лежит, боится. Вон, смотри, посади. Озеро. Прикольно. Ну, крепко. Озеро. Затопленное. И крепы такие. Не заварило. Идя дальше и уходя все глубже, я начал теряться и не запоминать перекрестки штолен. В некоторых местах они уходят буквально во все стороны, вбок, вверх, вниз, под углами, пересекаясь между собой горизонтами. Давайте подождем, ребят. Тут можно пролезть через дырку. Можно, только народ у нас встал. Да, давайте подождем. Посмотреть, что там вообще. Все, ушел? Во-вторых, еще есть. О, ну поэтому Опасный участок, да? Почему? Что здесь с ним? Крепь, смотри какая. А. Шпурами разбивается. И еще и сетка висит. А то есть сыпется, да, здесь постоянно? Опасность обрушения высока на этом участке. Она уже осыпалась. Упала. Ну Или да, кто-то я снял. скорее всего упала. О, что ли, номер 7. А там же фиксер. и стрелка туда. Нет, там еще И стрелка, смотри, туда. Или туда. И тут написано «Привет» мелом. Ага. Смотри, знакомая наклеечка. Проходя в залы выработки, которые действительно впечатляли, но и внушали страх, так как крепь уже давно прогнила и есть очень большая вероятность обвала породы, а бесконечные лабиринты и штолен давали ощущение, что здесь можно заблудиться, не дай бог остаться в этих лабиринтах без освещения. Еще одна штольня идет. А? Параллельно еще одна штольня идет. Какая? В ту сторону получается. И туда, и в ту сторону. Тут можно ходить без хранения, я уверяю. Она огромная. Лестница была наверх. Все рухнуло. Ждем. Курим, ждем. Курим? В смысле, это не вход, потому что не тянет. Нет, там верхний горизонт. Вот, где мы видели, помнишь мост? Там идет верхний горизонт. Вот это вот тоже там не уходит. Нет, ну если вы решили потратить всю ночь, можно идти куда угодно, он огромен. Я тут не шучу. Ну а куда нам? Есть что интересное? Да тут по сути все интересное, только вопрос в том, что блуждать их можно. Хоть сутки. Хоть больше. Молочко. Кофе с молочком. Рудник Ахобы начал свое промышленное освоение в 1953 году и является одним из участков разрабатывающийся рудником Третий Советский. Окончательное строительство было окончено в 1964 году, ну и впоследствии он был отработан и заброшен, предположительно в 90-х годах. Месторождение добывало оловянные и железные руды.
Муравейник. Я говорил, такой залезешь неопытный с обычным фонариком, да, тут кидаешь. Если у тебя он сядет, Сейчас же. А, так это же это, да, фильтр? От масок, от Маска, сеток. фильтр. Где вот видно, порвано фильтр. Крышка его отбивает. Это его, это, он держит пластиковый. Вот запорол неудобно, а эти оставить пластиковые. Хорошо сохранились. Ну, если водичку будет. Ну, вон там. Видно. Походу мы где-то к выходу идем. Да, тяги нет, круто. Ну откуда здесь столько есть? Ты понимаешь, что ты видишь, что остаются очень долго. Нет, это понятно. Но там-то мы следов не видели. Здесь был вылет. Я помню, не знал. Вот видишь, деревяшки. Я не знаю, не помню. Таким легко потеряться, если не надо. Не понятно, выдохнуть. Надо менять. Огнетушитель. Опять. Слушай, а тут металл-то есть. Смотри, бочка лежит, огнетушитель. Это все херня, все вывезено, естественно, вообще ничего нет. Они в душе Нет, потому что... Вот смотри, прям все из сколько. говно. Самое интересное, там Понять, вот вот это пятый. а здесь истоптано. И получается, что заходили где-то здесь. черным. Засолила? Интересно. Или, может, таблетки принесли? О, а ты поменьше становится. Не черпаешь? Они копали, которых не нашли. Там точно не будет. Стрелка, где стрелки, смотри, красная стрелка, красная, И все вон в ту. вон назад. Ну там точно не будет. Нет, туда нет. Тут лед плавает, да? Нет, это белый тон. А почему так воняет, как будто покурятины? Да ничем не воняет. Нет, когда вот понимаете, поднимается, Ну там же донные отложения идут. А стрелка вон оттуда идет. Туда. безумный пригорок. Ну, что-то, походу, короче, туда далеко идти. Дойдя до затопленных штолен, мы начали свой путь обратно. Хотя при желании можно было еще исследовать его часами, а может и днями. Со слов ребят, если обойти все горизонты вдоль и поперек, то можно потратить недели. Перед выходом наружу мы посетили так называемый склад взрывчатых веществ, где хранили аммонал – взрывчатку для подземных работ в руднике. Был написан был склад ВВ. Вот. И вам такая висенка маленькая. Рельсы. За меня провода нет. Ну, конечно, он в ужасном состоянии, мы сгнились, он на судов и все это. Следующий сидел. Вот. Вот это момент. Не залазиваются перчатки, ну, от них край и взрывается полностью. Магнит. Можешь попробовать такой... Что это такое? Так, ну помню. Вот такой ствол наверх, это я помню.
Подсвети. Запасной выход? Любого складывая, это будет запасной. Только он какой-то не запасной. Там перебулка только раньше, но там он завален. Ну все. Мы с Латвией что, вон там он зашли только что, где Рагунин стоял. Там он туда сказал, все, мы его прошли сюда. Здесь вот, близко быть. Потому что мы почти по кругу прошли. То есть вот туда, куда мы шли, то есть оно постоянно заворачивало, постепенно заворачивало. И то есть потом оно... А ты потом, когда пошел, оно налево или направо уходило? Он уходил направо. Нет, ты повернул налево, а потом? Налево потом. Налево. Ну, значит, где-то вот здесь, вот на дорогу. Надо Может быть, выше горизонтом. Короче, когда завтра будем обратно ехать, надо будет обратить внимание, будут ли на левую сторону. Time goes fast, but yet so slow. I leave all thoughts, yeah, I let them go. 'Cause I'm here with you, and all I need is you. It's so easy to be us. We lock ourselves out from the world we're lost. It's so easy to be us. We lock ourselves out from the world we're lost. Далее мы посетили мыс Бринера, который находится вблизи села Рудная пристань. Там расположен маяк Рудный. 15-метровая восьмигранная каменная башня, высота маяка над уровнем моря составляет 67 метров. Построен в далеком 1954 году. Изначально назывался Тетюхе. Обеспечивает вход и выход судов в порт Рудной пристани. А в 1977 году маяк был переименован в Рудный. Неподалеку от маяка находятся скалы Два брата, изображение которых было на купюре 1000 рублей образца 1995 года. Можно уйти туда вниз. Очень глубоко. Следующая точка нашего мини-путешествия была Кавалерово, а именно рудник Юбилейный. Разрабатывался Хрустальнинским горно-обогатительным комбинатом, который располагается неподалеку. Рудник вел добычу с 1942 по 1992 годы. Далее был брошен и инфраструктура разрушена. Изначально мы решили осмотреть окрестности и вышли на наклонную вентиляционную. Заходим в Юбилейный. Далее мы пошли в один из порталов. Он огромных размеров, и по нему с легкостью можно проехать на автомобиле. Один участок оказался не очень безопасен для прохода, и мы решили найти другой. Вышли на затопленный горизонт и пошли обратно. Вот оттуда мы сюда камень стояли. Ага, как тут коню получается. А, ну вот мы были наверху, да? Это вентиляшка. Гидрула такая. Здесь будет мешать, прикольно посмотрелся. Надо, чтобы никто сверху не скинул. Прикольно. А что-то тяга есть. В чем был заделан? Кстати, да, меня всегда интересует, зачем эти забутовки. Не лазерить? Сейчас проедем.
проверим проверку. Что там? Да нет, что делать? Я положил пока. Наш поготовить не умею. Сейчас краюх там тупик, вот и пошатали рудник. Потом назад долезу, интересно. Да там вон досок, если что, накидать можно. Костер поджечь, тут жить. Все, пока. Ага, пока. Начнем. Ну-ка своим фонариком дальнобойным. Стараться. Что там, далеко? Крепс сгнивший лежит. Сейчас, подожди, пройду чуть-чуть. Походу сейчас пойдем в ту затопленную. На изи. О, точно. Водичка. Кап-кап-кап. Ну там по пояс, даже выше пояса, вот в том месте уже. Чисто фотодрочеры. Поднявшись немного вверх, мы оказались на бывшем складе взрывчатых веществ. Тебе надо было сказать, чтобы не мутили, я-то и не знал. Вот эти патрончики, да, которые взрывают. Щеты. Гнили. Гнили щеты из него. Да, капец. Смотри, просто горы навалены. Здесь тоже тлен. Аммонитовые, да, это патроны? Здесь сидел кладовщик и выдавал. На этих счетах считал. О, отлично. Спасибо. Прикольный звук. Где-то, сука, за стенами бежит вода. За слабым стенам привали. Угу. Пройди вперед.
Да слышно, или снизу бежит, нет? Далее по дороге мы поднялись еще выше и обнаружили огромный ствол диаметром около 6 метров, а глубиной, с рассказов местных, 800. И по тем же рассказам некоторые горизонты рудника доходят в глубину до 900 метров. Но, к сожалению, большая часть их затоплена. Мы решили встать на ночлег у этого ствола, а утром пойти проверить порталы, мимо которых проезжали ранее. Ну что, пробивает? Да, пробивает. Ну, видно. А, ну как бы тут глубоко. А глубина хорошая. Это в стену попадает. Он на самом деле глубже. Малыш. Чисто чуваки заморачиваются, чтобы скинуть. Так, мы его что-то не в ту сторону катим, в яму какую-то. Сюда. Это что-то аж какать захотелось. Здесь в одного можно. Так, надо это. Пока там позицию занимать. Тебе надо туда за них снимать. Наверное, как Да. Я одну не вижу приподнимать. Ну, чтобы искра была опять. Железо попал. Понял. Так, фонарь. Турбовой фонарь. Камень откинул большой. И давай потом все крошится. Тресь, бах, бах, да, тыш, туш. Как оно посыпалось. 1970 год, что ли. Но она заваленная. Не видно. А вот соседняя, она не завалена. Вот в нее мы и идем. Рудник юбилейный. Ну и как и планировали на утро, мы выдвинулись вглубь рудника, который подавал надежды. Идя по порталу, на потолке были огромные дыры с вываливающейся скалой. Пройдя 100 метров, мы уперлись в завал. Решив не рисковать, покинули рудник. Тут куски вываливаются, да. Породистые. Да? О, замерная станция номер 5. Уровень себе. Чисто на санных досках и на швеллерах все держится. Да, завал впереди. И здесь такая же. Вот эта вот вся тема, вот, она просто в воздухе висит. И завал. И что там? А здесь тоже все трещина.
Да, Можно выйти наверх на горизонт. можно потом не выйти, да? А там все затоплено. Надо, чтобы Серега посмотрел. На обратном пути мы заехали на одно из хвостохранилищ ГОКа, где хранят измельченные горные породы и отходы, образующиеся при добыче полезных ископаемых. Ну и, конечно же, заехали на саму обогатительную фабрику Хрустальницкого комбината. Здесь добывали и обогащали оловянную руду. В советские годы ГОК давал 30% всего добытого олова по стране. Разрабатывал 6 крупных рудников. Комбинат проработал 50 лет, до 1992 года. ГОК располагал 3 обогатительными фабриками. Имелась геолого-разведочная партия. На комбинате впервые в стране применялись новые технологии по добыче и по обогащению олова. Одни перекрытия остались, дрявые. По пути до ГОКа мы проезжали бетонный канал реки Кавалеровка. Он был создан для отвода реки от хвостохранилища. Является местной достопримечательностью и местом отдыха. Переходить надо. Далее нашей целью была скала Дерсу. Эта известковая скала высится на окраине Кавалерова. Именно здесь 115 лет тому назад встретились и познакомились исследователь, путешественник и географ Арсеньев Владимир Клавдиевич и лесной человек, охотник и проводник Дерсу-Узала. Крутой подъем на 120-метровую высоту, и вы на вершине места, откуда открывается живописный вид. Скала является уникальным геологическим объектом и памятником природы. И миленько выглядит, огородики такие ухоженные все. На самом верху. Поднялись вот оттуда. Да, вот мы перешли здесь реку и пошли. И мы на вершине мира. Да? А вон там видно ГОК. Вот он ГОК. Самый.
Ну и заключительным местом нашего мини-тура стал подвесной мост через реку Уссури, соединяющий села Кокшаровка и Полыниха. Эта уникальная в своем роде конструкция является местной достопримечательностью. Мы находимся на мосту, который сделан из проволоки. Это нанотехнологии, используются только в России. Самое главное, что по этому мосту ездят люди на машинах. Они реально по нему ездят. Получается, здесь можно проехать по нему только если ты сложил зеркала, потому что он очень узкий. И с закрытыми зеркалами вот ты, короче, фигачишь по вот этому мосту из проволоки. Доски трещат под ногами. Лютый мост вообще. А вот так вот трещит мост, когда по нему едут грузовики. Обычные доски, гвозди и трос.